Возьмите покрышку для вырезания лебедя. Сначала отмечаем клюв. Длина клюва 9-10 сантиметров. Голова должна иметь длину где-то 10-11 сантиметров. Хорошо, если протектор совпадает по линиям реза. Хуже, когда он не совпадает. В данном случае не совпадает. Рисуем шею. Длина клюва, головы и шеи должна быть больше половины длины окружности покрышки. Шею можем потихонечку расширять ближе к основанию. Так, смотрим половину. Значит, шея где-то вот здесь должна закончиться. Сантиметров для шеи. Отметив клюв, вот с этой стороны будет хвост лебедя. Его можно тоже отметить. Порядка 20 сантиметров. Вот с такой выемкой для клюва. Для ввода пилки лобзика проделаем отверстие в покрышке. Отверстие можно проделать ножом, дрелью или болгаркой. В принципе, болгаркой можно сделать все прорезы. Но этот процесс довольно грязный, вонючий и дымный. Поэтому дальше будем работать лобзиком. Делаю отверстие. Прорезав два отверстия, вводим пилку лобзика в прорез. Пилка с обратным зубом, вот такая вот. Ставим скорость среднюю для лобзика. Вводим отверстие и начинаем пилить последовательно по 5 сантиметров с каждой стороны. Если мы пропилим сразу одну сторону, потом вторую, будет сложно пилить вторую сторону, потому что жесткость резина потеряет. Все это будет вибрировать, очень сложно будет работать. Начинаем. Если вибрация все равно сильная, не получается пилить, то можно установить вот такую планку опорную. Сюда вот запилкой. Она придаст жесткость. Пилить станет значительно легче.
попробуем вывернуть эту покрышку. Ну вот он, лебедь у нас и получился. Как видно, лебедь сам не может держать шею. Нужно сделать обязательно усиление на резину, чтобы он нам принял нужную форму, изгиб шеи. Для этого мы сверлим отверстие для крепления проволоки. По 2 отверстия, расположенные рядом в голове. И через 10-15 сантиметров делаем отверстие в шее.